Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу поделиться с вами очень красивым и при этом несложным узором, который идеально подойдет для легкого джемпера, к примеру, такого, как вы видите сейчас на экране. Этот узор вяжется достаточно просто, здесь нет сложных приемов, поэтому будет понятен даже тем, кто только начинает свое знакомство со спицами. Но несмотря на легкость исполнения, он смотрится очень современно, аккуратно и придает изделию особый шарм. С таким узором можно связать джемпер на каждый день или же нарядную кофточку для особых случаев. Все зависит только от выбора пряжи и ваших предпочтений. Если вы возьмете, к примеру, тонкую хлопковую или смесовую нить, подчеркнется легкость и воздушность изделия. Если же у вас шерсть или мохер, они добавят мягкости и тепла. А легкий блеск выбранной пряжи придаст изюминку и шарм для создания вечернего образа. Уверена, что этот узор станет отличной идеей для вашего нового проекта и подарит вам вдохновение для создания красивых вещей. А сейчас давайте просто рассмотрим этот узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вы отдаете предпочтение вязанию от горловины, он выглядит вот таким образом. С моей точки зрения, он смотрится в таком исполнении намного эффектнее. Но все это субъективно, потому что у каждого из нас есть свой вкус. Вот так выглядит его изнаночная сторона. Сейчас вы видите схему этого узора, раппорт которого составляет 16 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора поворотными рядами, поэтому я набрала 27 петель. 16 – это петли самого узора, 3 петли симметрии в начале ряда и 6 петель симметрии в конце ряда, плюс 2 кромочные петли. Если вы вяжете изделие с этим узором от горловины, вы также должны учитывать вот эти петли симметрии, чтобы узор лег красиво и симметрично. После выполнения петель подрезов, тогда вы корректируете количество уже раппортов, исходя из того, что он равен 16 петлям. Вот этот момент нужно учитывать. А сейчас давайте приступим к его выполнению. Итак, кромочная петля, я ее просто переснимаю. Далее я провязываю 2 лицевые и делаю накид. После чего я начинаю вязать сам раппорт узора. 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение петель на классическое, чтобы они не были у меня скрещенными. Далее я провязываю 5 лицевых, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые, 2, 3 и накид. На этом я закончила вязать сам раппорт узора. Теперь я повторяю и провязываю петли симметрии. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 лицевые петли. 2, 3. Я провязала петли симметрии и заканчиваю ряд кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. Второй ряд я провяжу вместе с вами, чтобы показать, что значит по рисунку, потому что иногда мне задают такие вопросы. Далее четные ряды будут провязываться аналогично, и их я буду пропускать.
Итак, первая кромочная петля. Изнаночные петли я провязываю изнаночными. По рисунку это как смотрит петля, так мы ее и провязываем. Дошла я до накида, его я провязываю открытой изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Далее изнаночные петли и вновь дошла до накида. Его провязываю также обычной открытой изнаночной петлей. И вот таким образом провязываются все четные ряды в этом узоре. Здесь идут изнаночные петли в четных рядах и накиды, которые провязываются обычной изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Кромочную в четных рядах при поворотном вязании я провязываю изнаночной скрещенной вот так. Как видите, все легко. Если же вы вяжете по кругу, вы также все петли провязываете лицевыми, накиды в том числе. Третий ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 3 петли симметрии, 2, 3. Далее начинаю вязать сам раппорт узора. Накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид и 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Далее провязываю петли симметрии. Накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 лицевые петли. Я закончила ряд и провязываю кромочную петлю. Пятый ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 3 лицевые, это петли симметрии. Далее начинаю вязать сам раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее выполняю перекрещивание 3 на 2 влево. Я это выполняю без дополнительной спицы. Если вам удобнее с дополнительной, делайте как вам проще. Итак, нить у меня находится перед работой. Первые 3 петли, не провязывая, я переношу на правую спицу. Вот таким образом. Если это у вас дополнительная спица, то эти 3 петли у вас находятся перед работой. Далее провязываю 2 лицевые. Перед работой на левую спицу поднимаю не провязанные петли. Все аккуратно спускаю и за работой поднимаю правой спицей петли, которые были уже провязаны. Вот таким образом я выполнила перекрещивание. Теперь провязываю 3 лицевые петли. И вяжу узор дальше. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, повторяя с 1 по 16 петлю. Ряд заканчивается петлями симметрии, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 лицевые петли. Ну и, конечно же, кромочная, так как это у меня конец полотна. 7 ряд провязывается полностью все петли лицевыми. Думаю, здесь сложностей никаких не может быть. Частично я начинаю провязывать его с вами. Далее до конца ряда вы провязываете просто лицевые петли. Здесь узор никак не формируется. 9 ряд. Кромочную переснимаю. Далее провязываю 3 лицевые, это петли симметрии. После чего начинается у меня сам раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2, 3, накид, 1 лицевая, накид,
3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 5 лицевых петель. 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Далее я провязываю петли симметрии. В этом ряду они провязываются следующим образом. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2, 3 и накид. 1 лицевая и кромочная петля. То есть узор я продолжаю формировать на петлях симметрии. И так как узор идет в шахматном порядке, неважно, это у вас прямоугольное полотнище или же скос регланной линии, когда вы провязываете вот эти петли симметрии, рисунок смотрится более гармонично и красиво потом в изделии. 11 ряд. Кромочную переснимаю, провязываю 3 лицевые петли симметрии. Далее начинаю вязать сам раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 3 лицевые, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Далее провязываю петли симметрии. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, накид, 2 лицевые. И кромочной заканчиваю вязание ряда. 13 ряд. Кромочная, 3 лицевые петли симметрии. И начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 5 лицевых петель. 2, 3, 4, 5. Я закончила вязать раппорт узора. Теперь буду провязывать петли симметрии. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли. И кромочная завершает ряд. 15 ряд. Кромочная, 3 лицевые, это петли симметрии. Далее вяжу сам раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6 и 7. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее выполняю перекрещивание 3 на 2. В этом ряду оно выполняется вправо. Поэтому нить у меня расположена перед работой. На правую спицу я переношу 2 первые петли. Если вы пользуетесь дополнительной спицей, то эти 2 петли у вас будут за работой. Далее провязываю 3 лицевые. За работой на левую спицу переношу не провязанные первые 2 петли. Аккуратно все спускаю, придерживая пальцем, и на правую спицу переношу петли, которые были провязаны, а на левой у меня те, которые не были провязаны. Далее выполняю само перекрещивание и провязываю 2 оставшиеся петли лицевыми. И на этом я закончила вязание раппорта узора. Дальше продолжаю вязать петли симметрии. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 4 лицевые петли. Ряд заканчиваю кромочной. В 17 ряду все петли провязываются лицевыми. Как вы, наверное, уже заметили, после перекрещивания следующий ряд, лицевой я имею в виду,
полностью провязывается лицевыми. Почему? Потому что это смягчает объем жгута, плюс к тому жгут идет не 3 на 3, к примеру, или 2 на 2, а нечетное количество 3 на 2. Это также делает его более мягким и менее объемным. 19-й последний лицевой ряд этого узора. Я кромочную переснимаю, далее провязываю одну лицевую петлю, делаю накид и еще одна лицевая петля. Это у меня петли симметрии. Далее начинаю вязать сам раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид и 1 лицевая. Я провязала 1 раппорт узора. Далее я вяжу петли симметрии. 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 3 лицевые. Ряд заканчиваю кромочной. Вот так формируется этот рисунок. Надеюсь, этот узор подарил вам вдохновение, и вы обязательно создадите с ним какую-нибудь красивую вещь. Всем хорошего дня и до встречи на канале!